Вот у меня есть такая краска, фасадная акриловая база С, предназначенная для выколировала, да не выколировала. От Камчатки до Буэнос-Айреса. Всем привет! Сегодня на обзоре будет, как сделать вот такой вот камешек. Я его из-за формы и рельефа называю греческим. Вы называете как вам угодно. Но если хотите посмотреть весь процесс, как я его делал, присаживайтесь поудобнее. Поехали! На этом цоколе по проекту нужно было сделать утепление пеноплексом, поэтому подробный ролик о утеплении у меня есть на канале, ссылки будут в описании. Заходите туда и смотрите внимательно, кому это необходимо. Ну а вкратце скажу, что перед тем как наносить клей, я нанес его на стену, потом уже на пеноплекс и хорошенечко разровняв гребеночкой, уплотнил мистером уплотнителем. Далее пошел монтаж сетки. Об этом уже идет другой, но подробный ролик. Там много нюансов. Переходите также вот по ссылочке, кому это интересно. Вот сверху получился вот такой вот конвертик. Ну и также в этом ролике будут подробные фишки о том, как сделать проставочки, как натянуть сеточку. Дальше о том, какие я использую материалы и пропорции, о их себестоимости, какую лью нефть и чем приправляю. Также о магических движениях миксером вы узнаете из отдельного ролика по ссылке в описании. Далее, после нанесения чернового слоя и разравнивания гребеночкой, идет нанесение чистового слоя. Об этом тоже есть отдельные ролики, ссылки также в описании. Переходите, смотрите подробно, кто не знаком с этими процессами. И после уже накаток, после схватывания раствора идет процесс разметки. Разметка здесь выбрана определенная. Как ее наносить, как ее легче наносить, проще, ровно и не сбиваться. О том, какую выбрать ширину шва и размеры непосредственно камней, я также расскажу в отдельном ролике. Ну а вам по секрету скажу, что размеры камня здесь выбраны 20 высотой и 50 в длину. Это оптимальный размер по соотношению, по красивому соотношению. После чего идет доработка. После снятия скотча я дорабатываю верхушечки. Выглядит на следующий день. Уже немного сох растворчик. Посветлели макушки. После того, как я доделал цоколь дома, я принялся за отделку забора с обеих сторон. Вот такой мне достался разрушенный забор с годами. Частично я докладывал кирпичи. Вот так вот он не смотрится. Такой был невзрачный забор. Первым этапом я подготовил основание. Далее монтаж сетки. Ну а после обеспыливание и грунтовка кирпичной кладки грунтом глубокого проникновения. После чего процессы все те же самые. Нанесение чернового слоя, разравнивание его гребеночкой 6 миллиметровой в данном случае. И потом чистовой слой, накатка рельефа и уже разметка. Так, друзья, начинается этап покраски вот этого замечательного цоколя. Начну я его с этапа грунтовки. Все подготовлено у меня. Каким образом я буду грунтовать? Не как обычно, как вы привыкли это видеть, а немножко по-другому. Я возьму грунтовку и не буду ее колеровать, а просто сделаю ее глубокого проникновения. Что нам потребуется? Вот такая грунтовка. Выбор. Сделаю пометочку. Она укрепляющая, поэтому она уже готовая, но предназначена для укрепления слабых оснований. Так как мне нужно сделать грунт глубокого проникновения, я буду ее разводить примерно 1 к 1.
размешаю с помощью вот такого миксера, венчика и шуруповерта. У меня емкость под краскопульт вмещает литр 300, поэтому я налью заранее подготовленные 500 миллилитров воды. Здесь чуть больше в баночке. Беру в сторонку. И вот. И прикрыл, чтобы не попадала пыль. Теперь заряжаю краскопульт и грунтую в один хороший слой. Так, первый этап. Вот у меня есть такая краска фасадная акриловая база С, предназначенная для предназначена для колирования в яркие насыщенные тона. Я немного отлил, чтобы было место в банке, и добавляю сюда грунтовки. Беру ту же самую выбор, не разбавлю, но уже немного налил, где-то грамм 400. В общей сложности около литр долил сюда грунта. Ну, получается где-то 20-25%. У меня еще есть из остатков коричневая краска. Я тоже ее сейчас волью сюда. В общем, сейчас подколирую, покажу. Вот такой колер шоколадный. Вливаю сюда где-то 100 миллилитров. Следующий колер черный. Его вливаю понемножку, осторожно. Итак, основной цвет вот под фасад будет у нас вот таким вот коричневым. Здесь пробнички оказались слишком светлые, а вот этот пробничек оказался вполне себе интересным, и заказчики этот цвет одобрили. Итак, на небольшом объеме сделали цвет. Вот такой объемчик сделали. И цвет у нас вот тот вот. Вон он. Вот этот цвет заказчикам понравился. Такой шоколадненький будет, но с переливами. Теперь мне нужно завести на весь объем. Для этого я беру большое ведерко и переливаю с 2 ведер все сюда. Цвет, чтобы запомнить, какой у меня здесь получился. Я перемешаю и на картоночку вот сюда немного налью. Конечно, колеровать самому намного труднее, нежели заказать на колеровочной машине, но преимущества данного способа тоже есть неоспоримые. Это, в первую очередь, цена в разы дешевле. Во-вторых, можно всегда подправить оттенок, дополнить его чем-то, и удобно рассчитать количество материала. Вот. Сколько вам нужно, столько вы и сделаете. Не будет лишнего оставаться. Но если останется, то совсем немного.
яркая красочка такая прям посветлее. Вот у нас хорошо получилось, где-то 5 литров. Ну, пока этого маловато. Сейчас я помою эти ведра, все сюда солью и буду именно колеровать, продолжать в этот нужный цвет, пока на паузе. Перемешал, получился тон, естественно, светлый. Я беру отсюда немного, отливаю в свободное ведерко. Дальше вы узнаете для чего. Ну, около литра, даже может быть немножко меньше. Отлил, пускай. Вот так. Все, а с этой банкой уже этот объем мне хватит на весь мой цоколь и забор, поэтому его теперь колируем. Для затемнения я беру черный и беру палиш темно-коричневый и шоколад, и понемногу добавляю. Нет, шоколадный пока в сторонку. Сначала пойдет темно-коричневый и черный. Сейчас возьму на картоне вот этот оттенок, немножко вот так размажу. Лучше было видно его натуральный цвет. А теперь чистой стороной кисти рядом. Да, вижу, конечно же, намного еще светлее. Нужно доливать. Вот уже видите, как темнеет оттеночек. В общей сложности на этот объем ушло где-то вот эта бутылочка. Нет, обманул вас. Нет, не вся бутылочка, где-то 2/3 бутылочки. Так, а цвет у нас уже становится похожим. Чуть-чуть не хватает, но уже близко. И то время, которое уходит на колеровку самостоятельную, то есть там, ну, пускай минут 20, но экономия, чтобы заколеровать такой объем, в такой цвет, сама колеровка выйдет где-то около 2000 рублей. Ну, может быть, 1500, скажем так. Вот и думайте. Колера стоит 200 рублей бутылочка. Ну, колеров у нас уйдет где-то рублей на 400. Ну, максимум на 500. Хороший получается цвет. Я еще, значит, пол бутылочки темно-коричневого, 2/3 вот такого черного, и здесь у меня шоколадного я уже немножко лил, ну тоже где-то было 2/3 бутылочки, ну где-то, наверное, 1/3 пойдет. Немножко добавлю. Итак, вы все прекрасно видите. Процесс колерования основного тона завершен. Приступаем к покраске.
Так, следующий этап по колеровочке. Вначале я вот отлил базовый светлый тон, вы помните, да? И есть у меня в таком же объеме просто незаколированная красочка, та же самая база С. Что я делаю? Смешиваю их один к одному. Разбавляю грунтовкой. Примерно так же на 15-20%. В общем, сейчас буду вместе с колером перемешивать. Такая вот светленькая получилась. Светленькая, светленькая, такая серо-коричневая красочка. В принципе, достаточно интересный цвет, но есть вот такой вот цвет охра. Если не можете достать такие колера, то минимум нужно пользоваться вот такими. Фирмы Палиш. Это будет желто-коричневый номер 11. Я пользуюсь Дали в основном. Это очень хорошая, атмосферостойкая, цветостойкая, насыщенная. Как самостоятельная краска, так и краска колер. Балбуль. Я такой хочу получить серо-песочный цвет. И на этой краске я налил где-то 100 мл на 2 литра. Пробничек подсох, цвет немного тускловат. Я хочу еще добавить. Итак, этот цвет мне нравится. Получилось то, что надо. Прохожу легким напылением. Смотрим. Вот видите, оттенок на образце. Сейчас потихонечку вот такие вот пустоты, которые я оставил, я их поджечу, так сказать. И, кстати,
Кто не подписался, не забывайте подписываться и жать колокольчик, так вы не пропустите новые видосы. А также в описании к каждому ролику я оставляю свой WhatsApp, свой Instagram. Заходите туда, присылайте свои работы, задавайте свои вопросы и, конечно же, под роликом оставляйте свои комментарии. А наш банкет продолжается. Вот он, этот тон. Так, не вовремя сверлят. Вот этот охра. В него сейчас будем добавлять оранжевый. И, возможно, немного черного. Ракеты уже, патроны наготове. Потихоньку вливаем, потихоньку мешаем. На этот объем ушло 2/3 от 100 миллилитров, ну где-то 60-70 на литр 300. Ну и черного, сами видели, может, миллилитров 15. Этого влил где-то соточку. Вот такой получается внешний вид. Уже сейчас, еще не в завершенном этапе, достаточно симпатично смотрится. Ну, чтобы полностью закончить эту композицию, мне необходима сухая кисть. Как раз рельеф, он к этому расположен. Вот сухую кисть сейчас не видно. Не видно толком глубины цвета, игры этой цветов, но скоро все исправится. Как вы уже поняли, друзья, дело доходит до сухой кисти. Кто уже владеет этой методикой, это хорошо, ну а кто еще не владеет, пожалуйста, посмотрите, как это происходит. Ну а кто владеет, может быть, тоже будет полезно еще раз посмотреть. Интереса, так скажем, для. Сделал краску бежевую. Как ее сделать? Ну, здесь и охра, и оранжевый, и черный понемножку присутствует, но смысл не в этом. Смысл в способе нанесения. Берем губку, сухую кисть, вернее,
натуральную кисть. И вот такими движениями по макушечкам проходим. И у нас выделяется именно глубина цвета, глубина рельефа. Стараюсь делать не прямыми движениями, а такими немного круговыми. Давайте покажу вам поближе. Вот видите, какие красивые получились по тональности камешки. Кому-то может не понравиться, но это личное дело каждого, на вкус и цвет товарищей нет. Вот такими легкими движениями. Где-то наносится чуть больше, где-то чуть меньше. Так и должно быть. На каждый камень нужно немножко наносить, говорится, отдельно, по насыщенности. Ну и рельеф, конечно, где-то сильнее выделяется, где-то слабее. Где сильнее выделяется, его нужно и выделить сильнее, подчеркнуть. Краску можно использовать в данной ситуации и белую, и бежевую, и желтую, какую хотите. Ну, я обычно делаю бежевую под коричневый тон, потому что коричневый с бежевым очень хорошо сочетается. И рыжий с бежевым тоже хорошо сочетается. Ну, вот таким образом, друзья, мы проходим по камешкам, по всем. Что будет дальше, смотрим продолжение. Так выглядит цоколь уже практически в завершенном состоянии, но дальше мне нужно будет его доработать, устранить какие-то недочеты и пробежаться, все внимательно просмотреть и где-то еще подмазать. Кстати, вот сейчас вы можете видеть, почему важно валиком производить накатку в разных плоскостях. Я катаю то горизонтально, то вертикально, то по диагонали. И когда проходим сухой кистью, вот этот рельеф, он неоднородный, а наоборот он разнонаправленный. И это придает еще больше красоты. Ну что, друзья, вот ролик подошел к концу, вот завершающий этап. Я благодарю вас за просмотр. Как всегда, желаю вам творческих успехов. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео.
Присылайте свои работы мне в WhatsApp, в Instagram. Мои контакты останутся в описании под этим роликом. Не забывайте ставить лайк, если видео вам понравилось. И сделайте репост, отправьте своему другу, пускай тоже смотрит и начинает делать у себя дома каменный декор своими руками. Забор, конечно, еще не в законченном виде. Сверху будут установлены специальные литые колпаки, но уже не мною. А я не прощаюсь с вами. Как всегда, творческих вам успехов и крепкого здоровья. До новых встреч на канале Каменный Декор. Пока!